И вот очередной вопрос, Согласен может, с он тобой. немножечко коррелирует с предыдущим, но задам его. Вот такой вопрос. Какие страны ты считаешь... Ой, так, извиняюсь, не туда немножко. По поводу девушек. Вот некоторые блогеры расходятся во мнениях, мол, в России самые офигевшие девушки. Типа, за границей это не так. Ну, типа, в России прямо они офигели в край. Что ты об этом думаешь? Подпишусь под этой фразой. Я бы даже сказал еще жестче, но так как мы в эфире, туда поддержу. Офигевшим. Это вот касается моего вот этой мысли предыдущей о том, что они, российские женщины, они хотят и рыбку съесть, и нахуй съесть, да, вот такой есть фраза. То есть они хотят и права, и чтобы обязанности, и все вот эти материальные затраты несли мужчины. Я такого больше нигде не видел. В западных странах даже. У них и то феминизм как бы более честный по отношению к мужчинам, чем в России. То есть если мужчина работает, женщина тоже идет работать. Если мужчина платит там за квартиру, за дом, женщина тоже платит за квартиру, за дом. И в этом плане, согласитесь, он гораздо более честный феминизм. Понятно, что этот дом потом у мужчины отберут, но хотя бы они какое-то время его там поплатят вместе, эту ипотеку, да? Или аренду, потому что своего жилья там очень, там у полстраны нет своего жилья. Они живут там в арендованном жилье. Вот, поэтому я абсолютно согласен. Русскоязычные женщины просто офигевшие и зажравшиеся. Если вот мы с тобой копнем, вот, а почему, да, вот зададим вопрос, а почему, то я скажу, что, ребят, из-за мужчин. Вот, может быть, я какие-то там сейчас крамольные вещи скажу, и меня не поддержат, но я считаю, что та ситуация, которая в наших странах сейчас русскоязычных происходит, она происходит только потому, что русскоязычные мужчины позволяют этому происходить, только потому, что русскоязычные мужчины размениваются на то, что им как бы преподносится в качестве выбора. А у нас скорее в России сейчас выбор без выбора, да, вот есть такая фраза. То есть если бы мужчины там, да, как-то сплотились, если бы мужчины просвещались массово, если бы мужчины передавали друг другу опыт, они срались там в чатах, да, там, и делали там друг на друга там какие-то кляузы в роликах, у нас бы ситуация менялась. Но я думаю, что вот мы сейчас как раз, и твои ребята, вот 300 спартанцев, мы вот в общем движении и пытаемся изменить эту ситуацию. Прежде всего через просвещение мужчин, которые в русскоязычных странах находятся. Глядишь, и оленей будет поменьше, может быть, ситуация как-то будет меняться. Женя? Да, вот эта тема на самом деле, мужское отношение в России к женщинам, но это шокирует. Просто я сейчас приведу такой пример для многих слушателей и для тебя. Многие слушатели знают, что у меня один из телеграм-каналов был по индивидуалкам и содержанкам. Почему был? Потому что объявляю всем, что его вчера забанили. Конкуренты меня убили. И, значит, у меня, значит, был телеграм-чат по индивидуалкам и содержанкам. Там ничего такого, индивидуалки, содержанки Питера заходят и кидают свои объявы. Там, где я принимаю, сколько там и почем. И я постоянно в чате вижу одно и то же. Приходит какой-нибудь мужчина и пишет текст такой в чате. Ну, пожалуйста, вы же там куда-то ездите, давайте я буду вашим личным водителем, я буду вас там возить там, от квартиры там, до этого, до клиента, а вы мне там писечку понюхать дадите. Ну, просто человек унижается просто перед шлюхами. Кстати, можешь спокойно абсолютно здесь в Телеграме выражаться как хочешь, как сам понимаешь. Ну, покультурнее, конечно, желательно, потому что у нас культурный стрим. Но не ограничивай себя. В этом и прелесть самого Телеграма, что ограничивать себя не обязательно. И вот они унижаются просто. Я на него смотрю. Ну ты кто? Ты мужчина или кто? Перед шлюхой там, блин, буквально там образно на колени умоляет ее, что можно он ее возить будет на своей машине. Тратить бензин, тратить свое время. То есть она свистнет ему: эй, ты быстренько беги, меня отвези там, и тому подобное. Но это полный оленизм. Говори. Абсолютно с тобой согласен, да, потому что даже вот мне нравится такая, я видел такой небольшой пост был, у меня где-то он сохранен, о том, что там прям тезисно написано, что если бы мужчины не ходили в ЗАГСы, да, то ЗАГСы бы закрылись за ненадобностью. Если бы мужчины оставили свои права и участвовали в политической жизни, да, и пытались хотя бы изменить законодательство с вот этими кабальными разводами, когда отдаются все имущество женщинам, а не мужчинам, то, глядишь, как ситуация менялась бы на законодательном уровне. Если бы мужчины делали ДНК-тесты массово, пусть они сейчас не в обязательном порядке, но хотя бы сами для себя, да, то тогда меньше было бы измен.
и так далее, и так далее. То есть если бы мужчины делали что-то, они просто ныли и вот так унижались ради вот этого вареника, которого стоимость сейчас завышена, как просто под небеса уже улетела в русскоязычных странах. Я хочу вам честно сказать, что вот эта стоимость вареника, который здесь просто завышена эта стоимость, это только здесь. Вот, ребят, я поэтому говорю, вот я когда... Сейчас вот карантин, к сожалению, да, и уже давненько я в Филиппинах не был, но когда я сюда прилетел, я смотрел на это все и улыбался. Мне реально это было просто смешно, потому что вот те, кто здесь живут, ну, хоть плачь, да, потому что ситуация для местных жителей это просто ужасная. А когда ты знаешь, что есть с чем сравнить, то ты относишься к этому совершенно по-другому. Ты уже абсолютно спокоен, потому что ты понимаешь, что вот тот, ну, вслух скажу, тот пиздец, который творится здесь, он только здесь творится. И это не значит, что здесь нужно быть постоянно, регулярно, да, и вот терпеть это всю жизнь. Это не значит, что нужно замыкаться на, там, мы идем своим путем, мы стараемся избегать женщин. Да, кто-то выбирает покупать вот этих там, да, проституток там разово, чтобы как-то по-честному и не иметь отношения с вот этими потребителями, которые доят мужчин. Кто-то выбирает там гражданский брак. То есть я понимаю, что все подстраиваются как-то, да, но есть страны, вот в частности, там, Филиппины, я не знаю, там, на Бали, если вы приедете, вы это увидите, там, да. Я знаю точно, что это происходит и в Камбодже, и во Вьетнаме, и в Таиланде, там на вкус и цвет. И эти страны, они еще как бы открыты, для русскоязычных они открыты, не нужны никакие визы, не нужны никакие вот эти отборы, потому что тот отбор, который нужно пройти человеку, чтобы попасть там в Америку и зацепиться там и пожить там, да, или в Новую Зеландию, ребят, это все равно, что в космос полететь. То есть вам будут как кобыли заглядывать там в рот, смотреть у вас какие зубы, вас будут там по всем параметрам проверять, что у вас там происходило. То есть вы будете доказывать, что вы там платежеспособны. Там, то есть это как реально как в космос полететь. На это уходят годы. А тут вы купили билет на самолет, прилетели, вам ничего не нужно. Это особенно чувствуется и ценится в сравнении. То есть когда человек там потратил там, 5 лет на то, чтобы стать резидентом какой-то вот этой западной страны, да, или там 7 лет на то, чтобы стать гражданином и получить этот грешный паспорт, о котором так все мечтают, прям, да, прям снится он им по ночам. А тут ты просто прилетел на самолете, у тебя нет ничего. Ты можешь быть вообще там, не знаю, там, без копейки или без знания английского языка. Тебе не нужно обучение, какое-то образование, без высшего образования. То есть это удивительно, вот эта свобода, она чувствуется даже просто на визовом уровне. Женя? Еще раз хочу напомнить, я вижу, что некоторые люди поднимают руку, имя и фамилия, ход. Во второй части стрима я буду вам давать уже голос, чтобы пообщаться с Иваном. А пока мы с Иваном общаемся тет-а-тет в режиме интервью.